В предыдущих сериях мы отправились в автопутешествие на Кавказ. Двигаясь не спеша по трассе Каспий, посмотрели черноземный Тамбов с усадьбой Асеевых, героический Волгоград с Мамаевым курганом и Элисту, столицу Калмыкии, единственного в Европе буддийского региона. Прибыв в Кавказские минеральные воды, обосновались на несколько дней в Кисловодске и в первый день прогулялись по вечернему парку и курортному бульвару, проверив, действительно ли город заслуживает звания российского Баден-Бадена. А вот что будет в этой серии. Собираемся, вау! Забравшийся сюда, останавливаться хочется чуть ли не на каждом повороте. Продолжаем наш нелегкий трек. Потому что видно, что стекол нет, там лестница в аварийном состоянии. Ой, я в восторге, я в диком восторге. Смесные какие, да? Смесные. Смертельный номер! Водопад Султан. Люди, не гадьте. Ничего не видно. У нас ужин с видом на Эльбрус. Самая красивая дорога на Кавказе. Приезжайте. Ну что, друзья, наступило 12 сегодня август. 6-й день нашего безумного трипа на Северный Кавказ, где мы уже, собственно, и находимся. И мы сегодня встали в такую рань, чтобы отправиться в поездку по одной из красивейших дорог этого региона. Я читала, даже России считается. Некоторые, да, считают, что даже чуть ли не России. То есть, в общем, мы ждем каких-то бомбических видов. Называется эта дорога Джилысу. Несколько лет назад ее сделали. То есть, я так понимаю, что дорога была и раньше, но несколько лет назад из нее сделали конфетку. Я так поняла, ее укатали в асфальт. Да, ну, может быть, и раньше был асфальт, но где-то асфальт, где-то грунтовка, асфальт был так себе качество, а сейчас она вроде вообще вся супер-пупер. В общем, не будем долго рассказывать, лучше вы все сами увидите. А из событий у нас, к сожалению, потери. Потери и очень большие потери, которые сложно с чем-либо сравнить по тяжести. Мы потеряли Федю. То есть Ужас. До конца поездки никаких больше съемок с дрона не будет. По сути говоря, всего лишь один день чуть-чуть удалось поснимать, и на этом все. А произошло это потому, что какие-то стали проблемы с моим телефоном, который используется как экран для происходящего с пульта управления, чтобы видеть, как летает дрон там и так далее. То есть, когда я еще летал в Элисте, через какое-то время стало пропадать изображение. То есть, даже не пропадать, оно зависало. И поэтому я решил поставить приложение, которое управляет полетом DJI Go, на смартфон Ани, на ее айфончик. И все было бы хорошо. И приложение встало. И я уже даже увидел Connect, и появилась картинка с дрона на телефон. И тут он мне сообщает, нужно обновить программное обеспечение для пульта управления. А ту версию, которую он предложил, ее, оказывается, нельзя было ставить. Нельзя, потому что она предназначается только для фантомов 4, а у меня фантом 3. И, в общем, все это накрылось медным тазом. То есть после того, как он попросил перезапустить пульт управления, я его даже не смог перезапустить. Я его выключил, и больше он не включался. Никакой индикации, ничего не было. Хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому извиняйте, товарищи, но дрона до конца поездки не будет, потому что возможности купить новый по-быстрому у нас, к сожалению, нету. Я придумала. Мы будем подбрасывать камеру. Ну, чтобы вид сверху был. Ага. Ну, а что касается сегодняшнего дня, вы уже видели на картинках, облачно. А на Джилысу рекомендуют ехать в ясную погоду. Мы надеемся, что Аня все-таки наколдует, как она обычно, что разведет эти тучи руками,
потому что мы хотим увидеть Эльбрус, Эльбрус во всей красе. До него здесь, кстати, по прямой буквально там километров 60 или 70 вот из Кисловодска. Ну все, хватит этой болтовни, мы завтракаем и едем. Да. Поехали с нами. До встречи. Дорога в урочище Джилысу начинается сразу после Кисловодска и пригородного поселка Индустрия. Уникальность ее в том, что почти 2/3 трассы построены исключительно в туристических целях, так как после долины Нарзанов и до самого конца никаких населенных пунктов нет. Много ли вы знаете дорог в России протяженностью в десятки километров, проложенных в непростых климатических условиях, чтобы их предназначением было просто облегчить жизнь путешественникам? Общая длина дороги составляет около 80 километров. Уже в Кисловодске начинается плавный подъем, а после Индустрии вокруг разворачиваются красивые пейзажи. Так что только успевай вертеть головой. В советское время существовала часть дороги до долины Нарзанов, но к началу 2000-х она была фактически заброшена. Редкий асфальт сменяла грунтовка, а местами просто тропинка над пропастью, где не каждый внедорожник проедет. Вот тут, например, как раз привет из прошлого. И вдруг дорога превратилась вот в такое вот. Ну, я читал и слышал о том, что здесь участок дороги очень убитый есть. Вот, видимо, мы на нем и находимся. Причем, я так понимаю, раньше он был еще больше. Вроде бы с поселка Индустрия. Или Индустрия, как говорят местные. И там, видимо, уже подлатали. А тут еще нет. Ну, в общем, удовольствие среднее. И первая достопримечательность — хычинный домик. Можно поесть хычинов, наверное. Так, а здесь у нас что? Начинается уже Кабардино-Балкарская республика. А, нет, Карачаево-Черкесская. То есть мы сейчас были в Ставропольском крае. И вот сейчас мы попадаем в Карачаево-Черкесская республика. Поздравляю, наш очередной регион, в котором мы еще никогда не были. Вы счастливы? Очень. Это очень красиво на самом деле. Я только успеваю головой туда-сюда, туда-сюда. И вот, мне кажется, мы увидели Эльбрус. К сожалению, он уже занесен облачками. Но может быть еще развеется. Ведь еще только раннее утро. Ну как, уже не раннее утро. 8 утра. Хоть мы и выехали с опозданием, но для нас это все равно рекордный выезд. Шикарные виды на Эльбрус – одна из причин поездки на Джилысу. Как правило, он отлично виден в первой половине дня, причем желательно выезжать как можно раньше. К полудню гору часто затягивает облаками, а после обеда погода в Приэльбрусе зачастую совсем портится. Между тем мы добрались до единственного на маршруте населенного пункта Кичи-Балык, расположенного в небольшой низине. Сразу после села уходим на первый серпантин с набором высоты около 200 метров. Ну вот, мы приехали на нашу первую смотровую. Что, уже первое падение? Полин, ну учись, в горах нужно осторожненько. Итак, мы приехали на нашу первую смотровую. Я не знаю, как она называется. Высота 1670 метров над уровнем моря. 1671. И это еще не предел. Можно сказать, это только начало. Собираемся. Вау! Ух ты, какие виды открываются. Вот мы только что по этой дороге поднимались. Первая высота Полины. Смотри. Вау! Там видишь, коровок сколько. Мама,
Это горы, Полина, и это высота. А Эльбрус затягивало. Лишь ненадолго, когда мы уже въехали в Кабардино-Балкарию и перед спуском в долину Нарзанов, нам открылись его вершины. К сожалению, это оказался лучший вид на Эльбрус, который нам в этот раз достался. А вот это самая долина Нарзанов, до которой в советское время доходила дорога, и где находилась одноименная турбаза и старый замок, который мы посмотрим на обратном пути. Пока же мы вновь набираем высоту уже больше 2000 метров. Вскоре видим небольшое ответвление на смотровую и решаем заехать. Шикарная смотровая на Эльбрус, но Эльбрус, к сожалению, уже занесло. Пока мы ехали, мы видели вершины. Поленились остановиться. Ждали более эпической площадки типа этой. Но когда мы сюда приехали, тут уже все оказалось затянуто. И, как говорят, вряд ли уже растянет. Ну вот видно хотя бы ледники. А вот и мое благородное семейство. Полина впервые на такой высоте. 2175 метров! Ура! Именно на такой высоте мы сейчас и находимся. Здесь загорать можно. Здесь реально жара на солнце. Я не знаю, почему эти женщины ходят в куртках, и некоторые даже в шапках. Так, ну где Эльбрус-то? Эльбрус там. Его не видно, потому что там облака. Оль, смотри, кто там пришел. Как она замычала-то, да? В общем, вот так. Здесь, кстати, тепло совершенно, действительно. Я раздет, хожу вообще в сандалиях, футболочке. На самом деле солнце опасное, потому что оно печет, оно сразу начинает печь кожу. Да, жаль, что с Эльбрусом так получилось. Так хотелось посмотреть. Смотрите, сюда все приехали на внедорожниках, и только лишь одна моя машинка стоит гордо, забравшийся сюда руль, единственный. Смотрите, сколько людей. Тут частично самостоятельные туристы, а вот «Газель» — это уже организованная группа приехала. Но я так понимаю, мы приехали к точке, может быть, которая вот называется Аватары. Хотя как-то они что ли далековато. Ну, сейчас попробуем спуститься чуть пониже и посмотреть, что там. Одинокое деревце, березка. Представляете? Здесь больше вообще нет деревьев на этой высоте. Хотя 275, на которой мы сейчас находимся, это не такая уж громадная высота. Бывали мы на перевалах и повыше. Помимо коровьих мин, здесь можно найти кострище. Возможно, здесь люди останавливались, палатки ставили. Да, здесь крутой спуск к этим аватарам, чтобы на них посмотреть. Ну и, наверное, пора вам их тоже увидеть.
Вот это то, что я подумал, что аватары, но смотровая на аватары находится дальше, еще 8 километров до них ехать. Даже Полина говорит, фу, Да, мусор, намусорили, да? Фу. фу. Вот так вот, у этой одинокой березки мусорная яма. Ну вот зачем так делать? Люди, не гадьте. Вы же гадите там, где сами живете, на планете Земля. Все, дальше можно не торопиться. Раз Эльбрус уже все. Полин, поедем сюда в 5 утра? Как это понимать? Поедем сюда в 5 утра? Давай поедем сюда в 5 утра. Ну в 6, давай в 6 сюда поедем. 6, да, говорю. В 6, окей, в 6. Только отъехав от смотровой, мы тут же вновь останавливаемся, чтобы запечатлеть очередные захватывающие виды на петляющую дорогу и окрестные горы. И вот так останавливаться хочется постоянно. Это действительно нереально красивая трасса с фантастическими пейзажами. Современную дорогу на Джилысу строили с 2008 и должны были закончить в 2013 году. Но по ходу обнаружились растраты, строительство велось не по ГОСТу, были заведены уголовные дела, и это все тормозило процесс. Лишь в 2014 дорога была достроена. Как я уже говорил, на трассе нет населенки, а туристическая инфраструктура пока что развита слабо. Большинство смотровых, вроде той, на которую мы только что заезжали, возникают стихийно. Информационных указателей с названиями и интересной информацией, можно сказать, нет вообще. Зато по пути есть несколько кафе, где можно подкрепиться, так что без питания вы не останетесь. Официальных достопримечательностей тоже раз-два и обчелся. Разве что все та же долина Нарзанов и еще очень популярна остановка у горы Кругозор, где можно посмотреть на скалы а-ля Аватар, куда мы как раз и подъехали. А мы приехали на смотровую обзорную площадку «Аватары». Это, конечно же, уже современное название. Старое название не знаю какое. Вот такая здесь тропиночка, протоптанная десятками людей. И мы идем, поднимаемся. Вот они, аватары. Ну ничего, так красивенько. Так называемые скалы Аватара находятся рядом с горой Кругозор. У ее подножия находится небольшая парковка, и от нее вы сразу выходите к нескольким симпатичным скальным останцам. Мы что-то похожее видели на предыдущей смотровой, но здесь они расположены очень компактно и к ним удобный доступ. Ну а аватарами их назвали по мотивам известного одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Говорят, что в туман эти скалы словно парят в воздухе, а густая растительность придает им сходство с фантастическими образами из кино. Горим еще одну вершинку аватарскую. Так, мама у нас. Вау! Давай, давай! А мне руки никто не подаст. Придется действовать самому. Я знаю, что Полина сильная. Полина в этот раз не кряхтела, поэтому было тяжелее. Тоже красиво. Ну, что вы скажете? Ой, я в восторге, я в диком восторге. Мне Именно очень- от этого места или вообще? Вообще от всего нашей поездки сегодняшней. Мне очень нравится. Прям хочется только, вот я говорю, мне бы вот 15 минут замереть где-нибудь и в тишине, в тишине. Это надо Полину усыпить. Что сказала Полина? Меня усыпить? Размечтались. Ку-ку. Знаете, как стало хорошо, когда разъехались все туристы? Но, видимо, это организованные группы, они как-то сразу массово приехали. «Газель» была и много джипов. Но им потом еще джип-тур, скорее всего, предстоит, то, куда мы уже не поедем. То есть это старая дорога, там какая-то поляна Эммануэль.
Мам, ты что, писать пошла? Нет, тут очень красиво. Да. Я на обратном пути посмотрю. Вот. А мы продолжаем двигаться по тропинке. Такой супер трек у нас очень сложный. Здесь посмотрите, как береза вросла корнями, зацепилась за скалу, за камни. Вот сила природы. Жизнь цепляется за все, что можно. Ну и еще один участок. Покоряем, покоряем. Так. Полина, это еще не все. Сейчас мы с тобой поднимемся еще выше. Береги голову. Да, кстати, у нас голова. Ой. Вау. Мама, иди скорее к нам. А вот и мама. В общем, здесь еще есть на что любоваться. Вот мы прошли дальше. И отсюда открываются опять прекрасные и замечательные виды. Все дальше и дальше и дальше. Где-то опять там речка шумит. А не присела. Я хотел сказать, друзья, что организованные группы — это, представляете, если была бы сейчас организованная группа, гид сказал бы: так, друзья, у вас 10 минут, вы должны быстренько там полазить здесь, посмотреть, и мы движемся дальше к нашей основной цели. И все такие: 10 минут, а сфотографироваться хотят, и очередь, и все этих 10 минут просто может не хватить для того, чтобы сделать хорошую фотографию. И в этом, конечно, минус организованного туризма. Хотя есть и определенные плюсы. Плюсы заключаются в том, что этот самый гид может вам что-нибудь интересное рассказать, чего вы сами себе не расскажете, мы чего сами себе не расскажем, и я вам не расскажу. Но зато мы в совершенно спокойном режиме. Дождались, когда все уехали, причем мы специально не ждали, мы просто ходили, гуляли, и наступила тишина и благодать. Вот Аня говорит, что у нас своя гонка по времени, но сегодня у нас гонки нету, сегодня у нас день Джилы Су. От Аватар до урочища остается около 30 километров, то есть чуть больше трети пути. И почти все они пролегают уже по национальному парку при Эльбрусе, образованному в 1986 году. А теперь мы остановились на высоте 2353 метра. Все выше, как говорится, и выше. Вы знаете, останавливаться хочется чуть ли не на каждом повороте. Мы на самом деле проехали уже очень много точек, где можно было остановиться. То есть, как-то так вот по особым, не знаю, как по каким-то своим непонятным принципам мы делаем остановки. Но красота безумная. Самая красивая дорога Кавказа. И вы знаете, пока что я с этим соглашусь. Я не на многих дорогах Кавказа бывал, но это впечатляет. И в сравнении там с Гросглокнером или Пасо де Ластельвио, по пейзажам вокруг этой дороги она точно не уступает. Ну и качество полотна тоже весьма неплохое. На следующем отрезке дорога проходит практически по плато, петляя между холмов, то слегка опускаясь, но в основном постепенно поднимаясь все выше. Здесь нет опасных серпантинов, восхитительные пейзажи по сторонам, и от вождения получаешь настоящее удовольствие. На пике мы достигаем высоты почти 2600 метров над уровнем моря, и сразу после этого останавливаемся у отличной видовой точки.
Отсюда от основной дороги отходит грунтовка, ведущая к поляне Эммануэля, популярному у туристов месту, где многие встают лагерем. Но проехать туда можно только на внедорожниках, дорога непростая и даже опасная. А мы наслаждаемся видом на плато, расположенном непосредственно перед урочищем Джилысу. Отсюда прекрасно видны отвесные обрывы и многочисленные стоянки туристов. Насколько я понимаю, эти кемпинги не организованные, то есть вставай кто хочешь и где хочешь, совершенно бесплатно. А после этой смотровой точки начинается спуск к реке Малка по серпантину, самому крутому на всем протяжении дороги. Только что у нас был затяжной спуск по серпантину. Мы резко сбросили высоту. Видно, куда потом уходит дорога. Вверх она опять поднимается. То есть мы сейчас спускаемся к мосту через реку Малка, долина реки Малка. И после нее, собственно говоря, уже практически на финишной прямой. Ну, а этот серпантин, он, конечно же, достаточно тяжел для тормозной системы автомобиля. Поэтому здесь строго, особенно летом, рекомендуется тормозить двигателем, что я, собственно говоря, и делаю. И вам того же советую. Сейчас где-нибудь остановимся около моста перед последним рывком. Вот говорят, можно этот бродик преодолеть и куда-то там уехать. Ну там что-то такая грязюка. Да там, посмотри, там только джипы могут есть. Тем, кто вообще когда-либо ездил по горным серпантинам, на самом деле дорога вообще не страшная. Она бомбически красивая, но совершенно не страшная. Это я могу сказать совершенно определенно. Если вы, конечно, будете ехать по ней впервые, как по горному серпантину, ну, тут, наверное... Но мне было бы страшно. Ну, то есть я за рулем никогда не ездила по серпантину, мне было бы страшно. Я бы, наверное, не поехала, честно сказать. Я боюсь такие подвиги совершать сама. Ну, достаточно, если осторожно ехать, не выжигать тормоза, не дизелить, то все будет в порядке, и можно спокойно все это проехать. Но что мы отметили с Аней, что очень не хватает различных информационных стендов. Например, мы сейчас, насколько я понимаю, проехали едва ли не самую высокую точку, там где-то 2570 метров было. Никаких указателей об этом не было. У меня просто есть высотомер, с помощью которого я отслеживал, скажем так, где у нас какая высота. А путникам, путешественникам было бы очень интересно узнать, на какую же высоту они поднялись в итоге. Плюс не хватает стендов каких-то интересных, ну, например, как называется местность. То есть смотровая площадка, чтобы заранее появился щит с названием на коричневом фоне, ну, как обычно у нас достопримечательности по всему миру обозначаются. Вот, то есть с этой точки зрения немножко не проработано. Есть над чем работать, потому что дорога, безусловно, очень красивая, очень популярная, и, конечно же, больше информации необходимо. В общем, я хотела добавить, присоединиться к мнению Андрея. Вот, например, площадка, где виден Эльбрус. Неважно, виден он в этот момент или не виден. Поставили бы столбик, что в этой точке при хорошей погоде, при ясной, вы можете увидеть вершины Эльбруса. И написать, что с этой точки открывается лучший вид на Эльбрус. Фотограф, остановись и сделай фотографию. Вот это, мне кажется, такой user-friendly интерфейс. Высота здесь приблизительно 200 на уровне долины реки Малка. То есть мы спустились сейчас почти на 450-500 метров. Ну, а после реки Малка перед нами вырастает вот такая вот стена. И дорога ведет нас в урочище Джилысу. 5,5 километров отсюда остается ровно. После затяжного, но совсем несложного подъема мы выезжаем на то самое плато, которое видели недавно со смотровой. Вот эти стихийные кемпинги, которые встречаются на протяжении почти всего остатка пути.
Наконец, подъезжаем к шлагбауму, где взимают экосбор. Сколько проехать? Вы один? Двое взрослых. По 50 рублей надолго вы? Часа на 2-3. Ну, все, по 50 рублей дальше приезжаете по дороге. Ага. Машину ставите, чтобы проезд был. Чтобы не мешало. Все заставлено машинами, а ведь сегодня даже не выходной. С трудом находим, куда приткнуться. Ну вот, друзья, мы и в урочище Джилусу. Ехали мы сюда 5 часов, еще минут 35-40 сейчас собирались, и наконец-то мы отправляемся. Отправляемся мы куда-то вот В сторону грязного водопада. в сторону грязного водопада по имени Султан. Говорят, что недавно он был почти чистый. А это значит, что в горах, наверное, прошел дождь, и сейчас все вот эти грязевые потоки пришли в этот красивейший теперь коричнево-серый водопад. Что еще сказать? Ну вот есть какая-то тропа, возможно мы по ней пойдем, а возможно и нет. При этом погода слегка нахмурилась, начинает накрапывать дождик. Полина уже тяжело вздыхает. Но это неудивительно, бедный ребенок, он не поспать нормально не может. В общем, для нее это все тоже испытание. Так, вроде бы я все взял, все забыл, ничего не взял. Очень жаль, конечно, что сломался Федя. Очень жаль, потому что сегодня были такие места, по ним так классно было бы полетать. Ну что, отправляемся. Вот они, эти долины замков, вот эти станции каменные. Ну ничего в них такого прям супер особенного нету, на мой взгляд. Начало пути, асфальтированная дорога. Ну это вот эти вот тушканчики, или как они их там? Видишь, да, сколько? Сурки, наверное. Ой, смесные какие, да? Смесные. Тынц. Привет, она им говорит, привет. И вот, похоже, начинается ответвление к водопаду. Вот, кстати, где-то должны быть ванны нарзанные. Так что, если у тебя с собой есть водичка, стаканчик. У меня только поле на крыше. Я вам хочу сказать, идти вниз с Полиной тоже не очень легко уже почему-то стало. На аватарах я прыгал веселее. Ну ладно, идем к водопаду, продолжаем наш нелегкий трек. К сожалению, в самом урочище нулевая инфраструктура. Место похоже на полузаброшенную стройплощадку, а не на туристический объект. И вот мы подошли к, я так понимаю, к нарзанному источнику. Видите, здесь все окрашено в желтый цвет, цвет железа. А смотри, вон там, видишь, люди Человек, да. прям купаются. Да. Она теплая, да, по-моему? Наверное, да. Наверное, теплая. Нарзанные ванны не вызывают никакого желания в них окунаться. Высота у нас сейчас приблизительно 2300 с чем-то метров. Вот он, Султан. Но это самый красивый водопад, который я видела в своей жизни. Ну, я глумлюсь, конечно же. Ну, высокий зато, просто посмотри. Пока поснимаю с безопасного расстояния, потому что около самого водопада тонна брызг. И здесь опасный мостик, опасный для жизни. Смертельный номер! Насколько?
так как уклон здесь достаточно крутой, я решил пойти сам. А мама с Полей остались внизу. Ну, посмотрим, куда я дойду. Посмотрим. Тропинка к водопаду совсем не обустроена. Какие-то трубы, которые нужно преодолевать. В целом довольно грязно и неопрятно. Это все очень диссонирует с красивейшей природой вокруг. Удобные ступеньки. Все для туристов, инфраструктура. Дальше тропа идет по траве. Подозреваю, что в принципе можно как-то и там проходить. Но то ли сейчас слишком много воды, то ли еще что. В общем, протоптали дополнительную тропу. И я по ней сейчас поползу. Итак, от трубы я прошел вот этот весь путь. Вот здесь тропинка, идущая по траве. И вышел к водопаду. На самом деле не сложно, просто немножко страшно с непривычки. Вот он, водопад Султан. На самом деле, само урочище не самое интересное, что есть в этих местах. Кроме водопада Султан, здесь по большому счету смотреть нечего. Как правило, люди приезжают и базируются в Джилысу или на поляне Эммануэля на несколько дней, совершая вылазки по окрестным маршрутам. Например, к озеру Берджалы или так называемому немецкому аэродрому, или даже доходят до Северного приюта, нижнего базового лагеря для альпинистов, поднимающихся на Эльбрус по его северному склону. Но за один день, к сожалению, приходится ограничиваться только осмотром урочища. Ну вот мы в машине, в нашем убежище, пристанище. Опять пошел дождь. Ну, может быть, вам это было непонятно, но когда я спускался с водопада, ливанул дождь. Я быстро добежал до своих женщин, которые там сейчас наяривают. И когда, в общем, я добежал до них, начало вдруг иногда солнышко выглядывать. И вроде как дождик стал поменьше. Ну, в общем, мы решили быстренько добежать до машины и потихоньку двигаться в сторону дома. Главная цель Эльбрус мы все равно уже сегодня не увидели и, вероятнее всего, не увидим. А водопад, вообще для меня он так был десятиричен, но, тем не менее, какая-то большая цель должна была быть выполнена, поэтому я все-таки на водопад залез. А еще мы продумывали вариант пойти вот по этой вот, видно, там траверс идет такой, тропа, но мы в итоге туда решили не ходить, правильно сделали, потому что сейчас бы мы все вымокли. Но я хочу сказать, что для тех, кто планирует сюда приехать, что никаких супер достопримечательностей там нет. То есть туда ходят за белым нарзаном, за серебряным нарзаном, причем, как мне сказали, за белым нарзаном нужно идти очень далеко, а серебряный нарзан в этом году не открылся. То есть не вышел на поверхность источник. Ну, еще там, я так понял, что-то продается, какие-то там айран можно купить. А больше там, собственно, делать особо и нечего. Ну, разве что посмотреть, ну, как бы пройтись, прогуляться и зайти на какую-то новую высокую точку, с которой будут новые какие-то виды открываться. У нас еще в планах пикничок, но я, правда, не знаю, как уже в такую погоду устраивать пикничок. Ну, что-нибудь придумаем. Ну и, собственно, домой. Я считаю, что сегодня был очень отличный день.
очень насыщенный и интересный. И дорога действительно самая красивая дорога на Кавказе. Приезжайте. Да, увидев все своими глазами, мы можем однозначно подтвердить, дорога на Джилысу одна из красивейших, на которых мы бывали. При этом в силу своего практически исключительно туристического предназначения, она сразу стала уникальным для России объектом. Повсеместная красота зашкаливает, так что в какой-то момент даже немного от нее устаешь. Въезжаем в зону тумана. Но все равно самый крутой туман, который у нас пока что был в истории, это на перевале Сен-Готард. Там, где я уходил в туман, и ты кричала: «Андрей!» Кстати, на камере вот тут уже разлилась, смотри, грязюка по той полосе. Да, я вижу, поэтому странно. Все, в общем, мне нужно рулить. Я хотел сказать, что самый крутой туман был на перевале Сен-Готард, но Аня добавила, что здесь, в общем-то, не сильно отличается. И это правда. Вот, например, посмотрите, в окошко. Ничего не видно. В общем, поездка на Джилысу стала одним из самых ярких впечатлений в нашем путешествии. Уникальность дороги еще и в том, что благодаря ее строительству появилась возможность практически любому насладиться первозданной, почти неиспорченной деятельностью человека природой. И чтобы сделать это, не нужно иметь внедорожника или идти несколько дней пешком с тяжелым рюкзаком за спиной. Достаточно автомобиля, любого класса. Ну что ж, а мы вернулись на смотровую обзорную площадку на самую высокую гору Европы Эльбрус. Вернулись для того, чтобы сделать здесь пикничок. Здесь пока что сухо, дождя, судя по всему, не было, он где-то в других местах. Хотя так что-то капало, но сейчас вроде бы перестало. Но, вы знаете, похолодало, 12 градусов и как-то немножко зябковато. А если вы видите березки, то около этих березок встали тоже ребята. У них столик, стулья, и они тоже, видимо, будут сейчас трапезничать. Клево. Мы вот не взяли столик и стулья, хотя мысль такая у меня была, но с нашим загрузом багажника под самое не хочу. От этой идеи пришлось отказаться. Ну, а я попытаюсь сейчас сделать какой-нибудь таймлапсик. Давно я этим делом не занимался. Посмотрим, вдруг что-нибудь получится. И если получится, то вы увидите это прямо сейчас. Итак, нам Бог послал 2 чая, сок, салфетки, кетчуп и доширак, сосиску, яйца. А яйца, кажется, сказал я. У нас тортик. А тортик у нас еще. Я говорю, что у нас ужин с видом на Эльбрус. О, там. Где-то там. Если его не видно, это не значит, что его нет, как и всего в жизни. Оттуда какая-то чернота вот это вот идет, да? Это там у нас как раз в ту сторону куда-то Джилысу, ну, ближе к Эльбрусу. А в ту сторону у нас Кисловодск. И там нас ждет свет в конце туннеля. Там вроде как бы приятнее. Приятного аппетита тем, кто ест. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, делать репосты. Это очень важно. Оставайтесь с нами. У нас еще очень много интересного впереди. Это всего лишь 6-й день. Но пока что это, безусловно, лучший день в этом путешествии. Всем мир!
Во время нашей трапезы на смотровую подъехали ребята из Калуги, и мы с ними разговорились. Они были безоговорочно восхищены дорогой на Джиласу, ее качеством, да и вообще всем увиденным. И это при том, что у них есть опыт путешествий и по Европе. Хотя, по моему мнению, качество дороги не на высочайшем уровне. Лично я бы поставил 4. Ну и не стоит забывать, что дороге всего 6 лет. Будем надеяться, что в дальнейшем ее будут поддерживать в должном состоянии. В общем, последнее, куда мы сегодня приехали, это парк Долина Нарзанов. Я читал, что вроде бы там что-то было такое заброшенное, сейчас-то явно не заброшенное. Это такой туристический объект. Якобы тут есть, значит, источники. Вот такие, такой ресторанчик, да, наверное, можно сказать. Кажется, вот это новодел. Есть какая-то парковая зона вроде бы, значит, въезд стоит по 50 рублей с взрослых, дети до 6 лет бесплатно. Ну и все, что я могу рассказать, что идет дождь, и мы устали, и поэтому мы решили, ну, нам показалось таким откровенно туристическим это объектом, что мы решили здесь не останавливаться, а ехать домой. На сегодня, пожалуй, программа будет считаться оконченной. Вот, видишь, вот он замок. А, вот он. Вот, я нашел этот старый замок, то есть то, что не новодел. Ну и, в общем, можно считать, что галочку мы поставили. И для этого, кстати, не нужно платить 50 рублей. То есть он находится еще до въезда в этот парк. Вот этот замок как раз у нас и есть заброшенный. Потому что видно, что стекол нет. И где-то я даже читал, что люди туда поднимаются, и там ходить даже опасно, что там лестница в аварийном состоянии. Вот такие вот дела. Теперь точно все.